И сегодняшний урок посвящен еще одной достаточно интересной теме — определения хромофора. Его основные характеристики такие, как коэффициент поглощения, время термической релаксации, температура, которая нужна для получения того или иного эффекта, и, конечно же, разработка программ по хромофору для коррекции тех или иных эстетических проблем. Когда мы с вами будем сегодня заниматься, у нас есть перечень данных задач. Мы должны разобраться с каждым из этих пунктов для того, чтобы на следующих уроках у нас сложилось полное понимание тех процедур, о которых мы с вами говорим. На прошлом уроке мы закончили с вами именно понятием поглощения и сказали, что именно эта работа является основной. Мы проводим облучение ткани, будь то кожа или слизистая, или другие структуры нашего организма, для получения преобразования светового эффекта в другой вид деятельности. То есть мы с вами сказали, что энергия, которую несет поток фотонов, световое излучение при поглощении, чем хромофором, будет преобразовываться в другой вид энергии. То бишь она будет тратиться на химические, механические, акустические и термические эффекты. Поэтому в рамках данного урока нам нужно разобраться и дать определение, как мы сказали, хромофору и его основным характеристикам, и при этом, конечно же, научиться понимать, что же стоит за красивым словом эстетические протоколы, протоколы коррекции морщин, лечения стрий, лечения акне, что же здесь для нас будет иметь основное значение. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что в этом случае мы будем говорить о том, что у нас есть ряд характеристик светового излучения, которые будут для нас важны при работе с теми или иными проблемами. И мы прекрасно понимаем, что если хромофор поглощает, значит, должно быть степень сродства длины волны и хромофора, чтобы хромофор поглощал данное излучение. Нам нужно определенное воздействие по температуре нагреть хромофор. Это будет энергия, которая подает световое излучение. Нам нужно время, которое нам будет необходимо, и мы здесь должны для получения того или иного эффекта четко понимать, что хромофор, получивший какую-то нагрузку энергетическую, будет стремиться избавиться, то бишь остыть, сбросить часть энергии. Поэтому мы будем говорить о временной характеристике как время термической релаксации. Поэтому, когда мы с вами будем говорить об эстетических протоколах, естественно, для нас будет прежде всего важно, какие характеристики светового излучения и хромофора мы должны сопоставить, чтобы получить так называемый эстетический протокол. Тот, который мы используем для коррекции различных проблем. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о длине волны, мы уже сказали, что длина волны – это именно глубина проникновения. И мы определили с процессом отражения, рассеяния, и мы сказали с вами о том, что у нас самым главным является процесс поглощения, или, который мы видим красивым словом, называется абсорбция. Так вот, процесс поглощения – это и есть основная наша с вами задача. И мы видим, что несущая энергия потоком фотонов, а мы сказали о дуализме светового излучения, что он представляет собой электромагнитное излучение или поток фотонов, и поэтому несущая энергия что делает? Поглощается. И мы с вами видели красивую картинку, когда излучение падает на ткани, и в данном случае из него может ничего не выйти из этой ткани или из этого объекта, потому что все, что пришло, все поглотилось. А что значит поглотилось? Это говорит о том, что несущая энергия была использована хромофором. И нам с вами очень важно определиться, что же такое хромофор.
Ну вот посмотрите, именно благодаря взаимодействию хромофора и светового излучения мы получаем те эффекты, которым будет посвящен третье занятие. Это эффекты фототермолиза, преобразование света в тепло, это фотохимия, порождение нового вещества или выделение сингулентного кислорода с разрушением тканей, фотоакустика, когда у нас взрывается вещество, поглотившее световое излучение. Мы будем говорить, от чего это зависит. Но для нас самым важным является на сегодняшний день понять, что же такое хромофор, какие вещества являются хромофорами. И тут же мы будем с вами, давая характеристики хромофоров, их энергетическую составляющую, концентрацию, время термической релаксации мы будем тут же связывать с параметрами светового излучения. По определению хромофора мы видим с вами, что это ненасыщенные группы атомов, которые обладают способностью поглощать электромагнитное излучение. В биологических тканях основными поглощающими хромофорами являются либо вода, либо крупные макромолекулы, такие как гемоглобин, меланин, но здесь могут попадать и целый перечень. Посмотрите хромофоров, таких как бета-каротин, билирубин, уракониновая кислота, ДНК. Мы видим с вами, что целый перечень витаминов, флавоноидов, ферментов попадают именно под слово хромофор. Почему? Потому что в этих веществах есть ненасыщенные группы атомов, которые могут поглотить данное электромагнитное излучение. То есть они имеют определенную к нему тропность. И вот на этой картинке вы видите, что в зависимости от того, какая длина волны, разные вещества, имеющие в своем составе разные атомы, поглощают ту или иную длину волны. И надо сказать, что мы видим, что у белков хромофорами являются фрагменты аминокислот, и они могут поглощать именно диапазон ультрафиолетовый от 200 до 300 нанометров. В нуклеиновых кислотах являются их ароматические гетероциклические кольца. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас есть хромофор, называя его крупной молекулой, мы подразумеваем, что у этой молекулы есть определенные составляющие, ненасыщенная, как мы сказали, группа атомов, которая будет и поглощать то или иное излучение. Так какие же виды хромофоров у нас есть? Если же они присутствуют в наших тканях, это эндогенные хромофоры. Эти хромофоры могут быть постоянно в наших тканях или появляются гематогенным путем, например, в тех или иных органах, например, порфирин. Надо отметить, что есть экзогенные хромофоры. Какие именно хромофоры? Такие как татуировки, красители или это введенные, попавшие в ткани частицы грязи при какой-либо травме. Поэтому в нашей практике мы можем говорить как об экзогенных хромофорах, так и эндогенных. И как вы понимаете, следующий урок, третий, это будет разговор о фотодинамической терапии, когда мы будем использовать экзогенный хромофор, фотосенсибилизатор, вводимый в ткань для получения определенной реакции. Когда же мы вводим экзогенные хромофоры? Когда, прежде всего, с лечебной целью мы вводим экзогенные хромофоры только когда нам нужно воздействовать на ткань, в которой нету хромофора. Тогда, например, при работе с опухолью или при работе с какими-либо проблемами, такие как, например, воспаление, акне, псориаз или другие дерматологические проблемы, у нас стоит задача ввести фотосенсибилизатор и, обработав определенным красителем, запустить химическую реакцию, в ходе которых мы получим разрушение, например, клеток опухоли. Но в эстетической медицине очень часто мы работаем с эндогенными хромофорами, которые присутствуют
постоянно в наших тканях это меланин, вода, гемоглобин, коллаген, порфирины появляются при том или ином состоянии.